Дорогие рыбы, для вас февраль – это сигнал к пробуждению. Вы буквально почувствуете, как мир вокруг меняется и требует от вас выйти из тени. Пассивная позиция больше не приносит бонусов, и жизнь мягко, но настойчиво подталкивает вас к активности. 14 февраля Сатурн заходит в ваш сектор денег, и это серьезный поворот. Пора закрыть старые счета и, наконец, инвестировать в себя, в знания, навыки и собственный комфорт. Как только вы добавите в свои дела немного дисциплины, вы почувствуете ту самую почву под ногами, которой так не хватало. Теперь ваши таланты не просто хобби, а фундамент для стабильного дохода. Затмение 17 февраля станет для вас моментом абсолютной ясности, словно кто-то протер ваши линзы. Вы отчетливо увидите, кто ваш настоящий единомышленник, а кто просто забирает ваше время и энергию. Затмение аккуратно, но окончательно уберет из вашей жизни все лишнее и людей, и проекты, которые тянут вниз. В работе загорается зеленый свет. Если вы почувствуете, что переросли старый формат, меняйте его. Внедряйте нейросети, уходите в онлайн, пробуйте новые технологии. Февраль не ждет идеальных условий, он поддерживает тех, кто решается. Этот месяц – проверка на готовность к большой игре. Если вы отбросите иллюзии и начнете действовать шаг за шагом, к концу февраля получите не просто предчувствие, а четкую карту своего будущего. Не бойтесь открывать новые двери, за ними уже ждут возможности, о которых вы раньше даже не мечтали. Полнолуние во Льве 2 февраля действует как фильтр. Мутная вода оседает, и вы начинаете ясно видеть там, где раньше была неопределенность. Возникает вопрос, достаточно ли вы цените свой ежедневный труд? Это момент, когда нужно перестать растворяться в чужих задачах и навести идеальный порядок в собственной жизни. В профессиональной сфере наступает время итогов. Если вы долго тянули с завершением какого-то процесса, полнолуние даст энергию поставить жирную точку. Это лучший день, чтобы пересмотреть свой график и должностные инструкции. Если вы делаете работу за троих, пришло время заявить о распределении нагрузки и о повышении оплаты. Ваша исполнительность и преданность делу наконец-то станут заметными для руководства. Результат, который вы способны показать 2 февраля, станет вашим пропуском на новый карьерный уровень. В денежных делах полнолуние требует от рыбы строгого контроля. Беспорядок в ресурсах сейчас ваш главный враг. Проведите полную проверку от состояния банковских карт до запасов в доме. Это отличный момент, чтобы выявить утечки бюджета и направить эти средства на то, что действительно укрепляет ваше здоровье и комфорт. Наведение порядка в мелочах откроет вам ресурс для крупной цели, которая до сих пор казалась недостижимой. В отношениях полнолуние напоминает, вы не обязаны быть службой спасения 24/7. В этот день становится очевидно, кто ценит вашу заботу, а кто воспринимает ее как должное. Вы почувствуете прилив сил, просто расставив границы. Освободите свой вечер от токсичного общения в пользу тех, кто дает вам реальную поддержку. Умение сказать «нет» в этот день – это ваш самый большой вклад в собственную стабильность. Главный посыл полнолуния в том, что ваше будущее строится из повседневных дел. Используйте энергию льва, чтобы превратить рутину в отлаженный механизм. Как только вы наведете порядок в малом, Вселенная даст вам масштаб. Это день, когда ваша внутренняя дисциплина становится началом для больших побед в феврале. 14 февраля Сатурн переходит в знак Овна, и для вас это начало двухлетнего цикла формирования вашей личной ценности. Забудьте о неопределенности, планета порядка входит в ваш сектор денег. Если раньше ваши доходы могли быть нестабильными, то теперь Сатурн дает вам инструмент, чтобы превратить ваши таланты в настоящую финансовую крепость. Это не время плыть по течению, это время строить плотину, которая будет вырабатывать энергию годами. В работе Сатурн в Овне требует одного – профессионализма.
Старые методы, где вы полагались на удачу или чье-то покровительство, отходят на второй план. Теперь ваш доход напрямую зависит от дисциплины. Это лучший момент, чтобы официально оформить свою деятельность, поднять цену на свои услуги или вложиться в оборудование, которое повысит качество вашей работы. Сатурн вознаграждает тех, кто не боится играть в долгую. Решения, принятые сейчас, будь то покупка активов или старт обучения новой специальности, станут фундаментом вашего благосостояния на годы вперед. Символично, что этот строгий транзит начинается в день влюбленных. Сатурн убирает из вашей жизни эмоциональных иждивенцев, и вы почувствуете невероятную свободу, когда перестанете тратить свои душевные силы на тех, кто не готов отвечать вам взаимностью. Ваша самооценка вырастает, и вы наконец понимаете, что стоите дорого во всех смыслах этого слова. Сатурн в Овне – это переход от режима «я мечтаю» к режиму «я владею». Каждое «нет», сказанное ненужным делам, и каждое «да», сказанное своей цели, будет конвертироваться в вашу уверенность и авторитет. 17 февраля солнечное затмение Водолея – одно из самых значимых событий месяца. Это мощный импульс, который разрушает старые модели и открывает двери к новому. До этого февраль был временем переоценки и наблюдения, но затмение запускает активный процесс перемен. В профессиональной сфере затмение выявляет, какие проекты требуют полной замены подхода. Важно оценить, какие идеи больше не работают, и готовиться к внедрению новых. Это не время для откладывания, любые нерешенные вопросы сразу проявятся через обстоятельства или обратную связь от коллег или партнеров. В эмоциональном плане этот день не даст расслабиться. Затмение Водолея вместе с Плутоном в этом же знаке усиливает импульс к масштабным изменениям. Это период, когда старое неизбежно уходит, освобождая место для новых идей, связей и возможностей. Те, кто откажется от устаревших моделей и проявит инициативу, получат шанс начать новый жизненный цикл. С 26 февраля Меркурий разворачивается в ретроградное движение именно в вашем знаке. Сейчас не время брать новые высоты и подписывать контракты. Куда важнее навести порядок в том, что уже начато. Вернитесь к проектам, которые вы когда-то отложили на потом. Именно в этих забытых делах сейчас скрыты ваши главные точки роста и реальные финансовые возможности. Если в коллективе накопились недосказанности или ошибки, в конце февраля они начнут проявляться. В этот период вы первыми заметите неточность в документах или слабое место в системе. Главное правило этого периода – проверяйте факты дважды и доверяйте интуиции. Сейчас она подсказывает верно и помогает принять правильные решения. Что касается личной жизни, ретроградный Меркурий может вернуть людей из прошлого. Это не знак снова входить в токсичные отношения, это возможность поставить точку. Если кто-то из бывших партнеров или друзей появится, поговорите честно и отпустите эту историю. В финансовой сфере Меркурий требует внимательности. В последние дни февраля лучше не покупать технику и гаджеты. Есть риск поломок или брака. Зато можно проверять старые дела. Найти забытую заначку, вернуть долг или продать ненужные вещи. Вы удивитесь, сколько на самом деле у вас ресурсов. В заключительные дни февраля займитесь планированием. Смотрите на свои дела спокойно, записывайте идеи и анализируйте. Разумные и продуманные шаги важнее любых резких действий. После этого вы почувствуете ясность и готовность действовать, а цели ваши станут понятными и достижимыми. Дорогие друзья, если прогноз вам понравился и принес пользу, поставьте лайк и подпишитесь на Астроквазар. Также не пропустите гороскоп для рыб на 2026 год. Спасибо, что следите за знаками судьбы вместе со мной. С вами был Игорь. До скорого!